Конечно, нельзя сразу, вот если денег нет, то надо сокращать социалку. Вот от этого мы должны уходить. И вот для этого мы все работаем и существуем, да? Но, например, 18 миллионов людей, за которых платит бюджет трудоспособного возраста, не платит в тот же фонд обязательного медицинского страхования. На всех уровнях эта цифра звучит. Значит, а мы платим. Экономия в здравоохранении, вот недавно мы проводили круглый стол, но есть возможность, вернее, невозможность, а неэффективная трата бюджетных средств. Она во всех сферах есть. Поэтому здесь есть над чем работать. И вот сейчас, я думаю, и антикризисные планы, мы в том числе, мы будем очень много над этим именно работать. Как эти деньги, которые бюджет платит, во-первых, тот, кто не работает трудоспособного возраста и на что-то живет, должен все равно платить в соцстрах, в УМС, правильно, хоть что-то. Сегодня мигранты платят небольшие суммы, хотя бы это, и так далее, и так далее. Не буду на этом останавливаться. Что хочу вот к черной картине. Все-таки критерий в 442-м законе нуждаемости, он прописан, это 1,5 прожиточных минимума, но каждый субъект имеет право его сам устанавливать, то есть делать, но не ниже 1,5 прожиточных. И у нас есть примеры северных областей, когда там и по 5 уже прожиточных минимумов и так далее. Еще, я очень хочу положительное хоть что-то сказать. Понимаете, есть субъекты, я вот взяла целую пачку документов, мне дали из Петербурга, по льготным категориям, что в 2016 году, кто что получает. Ни одного сокращения нет, несмотря на переход по нуждаемости. Весь перечень льготных категорий и весь перечень льгот, везде индексация на 7,8%. Везде, по всем выплатам. Более того, что я хочу сказать, вот категории было время, да, и мы хорошо жили. Сегодня, как никогда, вот этот принцип перехода на нуждаемость, а это вот, например, Петербург платит около 12 тысяч, сегодня это уже с индексацией, семьям, где ребенок инвалид первой группы каждый месяц. И как перейти на категорию нуждаемости? Это очень просто. Законом прописано, что ребенок инвалид, если в семье первой группы, то он к этой категории относится. И поэтому ни у кого нет даже мысли там сократить, какая бы семья ни была, но на ребенка инвалида первой группы необходимы дополнительные средства и на лекарства, и на все остальное. Как будет строиться социальная политика? Вот из всего того, что я сказала, ни один федеральный льготник не будет лишен вот этой льготы, в том числе и в субъектах Российской Федерации. Потому что субъекты понимают, что федеральное законодательство надо выполнять. Второе, единственное, в чем идет ущемление, это в том, что мы действительно по поводу индексации где-то перенесли индексацию, где-то мы на 6,5 сделали, а где-то на 4, да, индексация в этом году. И ряд категорий перенесли, то есть остались выплаты те же суммы, что и в 2015 году. Но это антикризисная мера. И тут уж, как говорится, всем придется немножко хуже.